Всем привет и хорошего настроения! Хочу представить вам новую версию, довольно удачной совсем в недавнем прошлом модели SafeLife Edge, которая теперь называется SafeLife Edge Mini. Сейчас многие производители выпускают версии Mini своих известных моделей. Данная версия при всей своей доступной цене обладает очень даже замечательными характеристиками. Начнем сразу с веса. Как и следовало ожидать, он менее 250 грамм. Сразу перейдем, можно сказать, к самой главной части, а именно к камере. Она расположена на трехосевом подвесе и способна снимать видео в разрешении 4К. Если снимать в 2К или более низком разрешении, частота будет уже 25 кадров в секунду. Фотографии камера снимает 8 мегапикселей. Весь отснятый вами материал будет записан на карту памяти, которая вставляется сзади квадрокоптера. Карты памяти поддерживаются до 128 гигабайт. По скорости записи карта памяти не должна быть ниже 10 класса, иначе видео может писаться с тормозами. Поворотом камеры можно управлять с пульта. Она оснащена сенсором Sony, благодаря которому можно вполне качественно снимать в помещении. Для стабилизации полета в помещении квадрокоптер оснащен нижней камерой. Сейчас вы можете наблюдать на экране видео, снятое с данного дрона, и делать для себя выводы. Сам квадрокоптер складной, а в воздух его поднимают 4 бесколлекторные двигателя, благодаря которым он может летать со скоростью 8 метров в секунду в штатном режиме и 14 метров в секунду в спортивном режиме. Переключаться между режимами можно кнопкой, которая находится в середине пульта. Высота полета квадрокоптера до 500 метров, но приложение предложит вам не подниматься выше 120 метров, чтобы не попадать в зону полетов малой авиации, которая в России начинается со 150 метров. Дальность полета до 3 км при идеальных условиях. Она может отличаться в зависимости от условий зашумленности радиоэфира. Чем меньше вокруг зданий и различных источников радиосигнала, тем лучше. Питается квадрокоптер от аккумулятора емкостью 2100 мАч. Время зарядки около 2,5 часов. Пульт управления тоже заряжаемый и имеет емкость 2600 мАч, что очень даже неплохо. Работает пульт в связке со смартфоном, как и множество дронов подобной конструкции. К смартфону пульт подключается через специальный кабель. Кабелей в комплекте несколько для разных типов телефонов. Управление дроном можно осуществлять как с самого пульта, так и через приложение, которое вам необходимо будет скачать. Кстати, регулируемые держатели для смартфона позволяют ставить смартфон очень даже большого размера. В данном дроне реализован полный набор наиболее часто используемых интеллектуальных режимов полета. Функция Follow Me или Следуй за мной. Благодаря ей дрон летит за вами на небольшом расстоянии. Движение по орбите. Квадрокоптер совершает облет по кругу выбранной вами точки и по выбранному радиусу. Движение по спирали. Этот режим похож на движение по орбите, только квадрокоптер постепенно поднимается вверх по спирали вокруг определенной точки. Режим предназначен для эффектной съемки. Бумеранг. Он похож на движение по орбите, но квадрокоптер движется по эллипсу, как бы повторяя полет бумеранга. Режим ракеты. Дрон поднимается вертикально вверх, снимая видео под собой. Еще один интересный режим, который здесь называется дрони. Квадрокоптер отлетает от вас, постепенно набирая высоту и держа вас в объективе. Тоже очень эффектная вещь. Движение по точкам. Дрон следует по GPS-координатам, которые вы ему задали в приложении. Return to home или возврат домой. Квадрокоптер самостоятельно возвращается на точку взлета по вашей команде или по разряду батареи. Он автоматически контролирует расстояние, на которое улетел, и остаток заряда батареи, чтобы в нужный момент вернуться назад и не упасть где-нибудь по дороге. В заключение скажу, что за свою цену модель вполне неплохая, особенно в соотношении цена-качество, плюс если добавить ее небольшой вес. Этот небольшой квадрокоптер вполне может соперничать со своими конкурентами похожей ценовой категории. Модель получилась вполне достойная и может быть рекомендована к покупке. Ссылки на этот и другие дроны будут в описании под видео. Если ролик был для вас полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Правильного вам выбора и отличных полетов. Пока!